Самым ужасным было то, что у них были основания. Время от времени я отваживался на небольшие ночные прогулки, чтобы хоть как-то успокоить свои расстроенные кошмарами нервы. Это было не очень разумно, ведь днем гораздо меньше шансов увидеться с человеком один на один. Но моя отшельническая жизнь уже немного сводила меня с ума. И я уже просто боялся видеть людей, и ночные прогулки мне нужны были, чтобы развеяться. К сожалению, изредка ночью попадались одинокие люди, и я всегда пытался просто избегать их. Но иногда мы оказывались слишком близко, и я вновь видел эти мертвые пустые глаза. И я заметил, что в последнее время люди стали замирать дальше от меня. Расстояние моего дара понемногу, но увеличивалось. Я боялся, что это не предел. Моя жизнь превращалась в настоящий ад. Одиночество сводило меня с ума, но при этом я ужасно боялся встречаться с людьми. Даже если их было несколько, иногда стоит лишь немного замешкаться, и ты не заметишь, как остановишься с человеком один на один. И вновь смотришь в эти пустые укольные глаза. Иногда я буквально заставлял себя ходить на большие шумные сборища. Но даже там я не мог перестать думать о своем проклятии. И часто уходил раньше всех один. Институт тоже не играл мне на руку. Нет, людей на лекциях всегда было достаточно. Но мне было страшно отойти хоть куда-то от общей толпы. Я даже в туалет боялся ходить. Ужасные сны продолжали трепать мне нервы. В последнее время мне начало казаться, что застывшие люди испытывают ужасные страдания, которые тут же забываются, стоит им вернуться в норму. Никаких доказательств этого у меня не было, но мой воспаленный мозг уже не мог остановиться в создании ужасов в моей голове. Однако жизнь продолжалась, больная и мерзкая, но продолжалась. Наступила сессия. Я засел дома с учебниками. С одной стороны, я радовался, что можно со спокойной совестью не ходить в институт, который я в последнее время все чаще пропускал. С другой, мое затворничество стало еще хуже. Я целыми днями лежал на кровати, на ней же читал учебники. Работал с ноутбуком, даже ел. Бывает, за весь день я мог встать, только чтобы сходить в туалет и взять еды с кухни. Это определенно нельзя назвать здоровой жизнью. Кроме того, вся эта изоляция лишь еще больше сводила меня с ума. Я даже не смог выйти из квартиры на первый экзамен. Так сильно я боялся снова увидеть людей. Выгнал меня только голод через пару дней, когда я полностью сожрал все, что было съестного в квартире. К счастью, я ни с кем не встретился один на один, так что вылазка моя прошла спокойно. Свежий воздух улицы немного очистил мой бедный разум, и мне хватило духу выйти на остальные экзамены. Сдал я их, конечно, не лучшим образом, так как старался лишь как можно быстрее сбежать домой. На одном из экзаменов экзаменатор сказал мне идти за ним в отдельный кабинет, но при мысли об этом я так побледнел, что он дал мне время прийти в себя, а сам ушел принимать другого студента. Я же подскочил к первому освободившемуся экзаменатору из тех, что принимали в аудитории, и быстро оттарабанил билет на трояк, после чего едва не бегом бросился из института. Но вот сессия кончилась, мои одногруппники закатили по этому поводу пьянку. Но я так и не смог заставить себя к ним присоединиться. Я продолжал сидеть дома. Все мои обычные для студента проблемы с сессией закончились. И теперь передо мной в полной мере встал вопрос, которого я раз за разом старался избегать. Как мне дальше жить? Как жить с моим проклятием и с моим уже развившимся психозом? Приближался второй семестр обучения, а я мог лишь гнать от себя какие-либо мысли о моей жизни. Кошмары продолжались.
Подсознание придумало мне новую пытку. Теперь я оказывался на месте замершего на улице человека. Я стоял посреди застывшего мира, заключенный в свое бесполезное тело. Знаете, как во сне иногда может проходить целая жизнь? Так и я стоял посреди улицы дни, месяцы, годы, и не было конца моим страданиям.